Здравствуйте! В эфире программа «Жилищная компания». Вы знаете, что первые теплые полы появились еще в Древнем Риме, а в Южной Корее и сейчас все дома оборудованы современными подпольными обогревателями. Тема отопления и сейчас крайне актуальна в начале каждого холодного сезона. Давайте выясним, как идет пуск тепла в дома нижегородцев, везде ли уже тепло и из-за чего могут возникнуть проблемы. Об этом прямо сейчас говорим с заместителем директора по производству Ассоциации 5 домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода Алексеем Куликовым. Алексей Станиславович, добрый день. Здравствуйте, Ирина. Скажите, пожалуйста, так хватило ли 5 домоуправляющим компаниям времени на разогрев домов и везде ли уже, в каждом ли доме есть тепло? Да, времени на разогрев хватило. К началу отопительного сезона все 5 домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода были готовы к приему теплоносителей с городских котельных во внутридомовые сети. На 4-й день было запущено уже более 95% многоквартирных домов, которые находятся в управлении Нижегородского, Советского, Приокского, Канавинского и Московского районов. На сегодняшний день запущено 99% домов. Специалисты управляющих компаний активно работают над тем, чтобы этот процент был 100. Все, что зависит от управляющей компании, максимально выполнено на 200%, я вас уверяю. Так от чего же зависит температура воздуха в квартире? И всегда ли, кстати, евроремонт и модные современные батареи с разными запирающими устройствами, они на пользу и самим жителям, да и всему дому? Ну, от чего зависит? У нас привыкли все жители считать то, что в первый день пуска тепла отопление должно появиться сразу во всем городе и во всех квартирах. К сожалению, это невозможно. И на примере Ассоциации 5 домоуправляющих компаний я вам расскажу, как у нас это устроено. Первое – это пуск тепла у нас делится на 2 этапа. Первый этап – это открытие задвижек и постановка многоквартирных домов на циркуляцию. Далее идет полная регулировка внутренней системы отопления каждого дома. И впоследствии уже и этот этап занимает 2 недели. Впоследствии переключаются алгоритмы по приему заявок уже точечных. Там нет отопления на кухне, нет отопления в зале. И эти заявки уже точечно отрабатываются, и такой алгоритм действует до конца отопительного сезона. Второе. Мы не можем дать тепло в квартиру, пока на границу с домом не подадут теплоноситель. Такие случаи тоже есть, когда его на границах с домом нету. Это уже ответственность ресурсоснабжающей организации. Это ресурсоснабжающая организация. Третье – это как раз-таки качество и параметры этого теплоносителя. Если они не соответствуют нормативам, то есть давление и температура, то, соответственно, и тепла в квартирах тоже не будет. Четвертое – это когда аварийные ситуации на внешних сетях у ресурсоснабжающих организаций. Мы запустили дом, мы сделали регулировку, случилась авария, дом слился, и у нас опять повторная такая же работа. Мы заново его запускаем, заново регулируем. Для жителей это временные издержки, пока ремонтируются внешние сети, и пока мы его заново запускаем. Ну и пятое, это с каждым годом все больше и больше мы сталкиваемся с переоборудованием системы отопления. Жители устанавливают батареи с большим количеством секций, сужают диаметры, устанавливают запирающие устройства, краны перед батареями. Но есть такое правило, когда ставишь краны перед батареей, ты обязательно должен поставить байпас, перемычку. Но большинство жителей об этом правиле не знают и пренебрегают им. То есть, когда закрыв кран перед батареей, тепло выше по стояку будет поступать через перемычку. Это тоже определенная сложность. Управляющая компания с этим борется, выдаем предписания и пытаемся решить это все в досудебном порядке. Также у нас есть случаи, когда пуск тепла, житель летом сделал ремонт, куда-то уехал отдыхать, либо еще, нам надо его найти, а это все время. Алексей Станиславович, скажите, пожалуйста, а как много заявок поступает в контакт или колл-центр, как его называют, 5 домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода? Был ли ажиотаж в первые дни отопительного сезона? В первые дни, да, всегда ажиотаж, как я уже сказал, то, что все ждут тепла в первый день. Поэтому в среднем у нас... И сразу звонят? Да, от 1500 до 2000 обращений в день. Но эти заявки нам тоже помогают. Сотрудники управляющих компаний ежедневно мониторят количество заявок по каждому дому, и если это количество заявок резко возрастает, то, соответственно, мы понимаем то, что на этом доме какая-то проблема. И уже управляющая компания дает задание обслуживающей организации выйти на дом, проверить параметры теплоносителя, наличие его, и в случае, если это необходимо, провести полную регулировку.
Вы знаете, к новому отопительному сезону всегда домоуправляющая компания начинает готовиться очень сильно заранее. То есть буквально заканчивается один отопительный сезон, сразу же уже начинается подготовка к следующему, к будущему отопительному сезону. Из года в год это происходит. Скажите, пожалуйста, это такой большой объем работ действительно по подготовке к пуску тепла? Или же все-таки это еще и страховка на тот случай, что будет таким неожиданно ранним сезон, погода может быть какой-то неожиданно холодной? Ну, вы правильно сказали, то, что как заканчивается отопительный сезон, сразу начинается подготовка к следующему. Это как процесс непрерывный, то есть мы не отдыхаем, времени у нас отдыхать нет, это такая подготовка постоянно. Основные работы — это промывка, опрессовка систем отопления. Для чего они нужны? Гидропневматическая промывка позволяет убрать отложения с внутренних стенок трубопроводов, которые были накоплены за предыдущий период. Опрессовка позволяет выявить слабые места у трубопроводов, и если такие имеются, произвести ремонт. И по нашим подсчетам в этом году было промыто и опрессовано более 3 миллионов метров трубопровода систем центрального отопления. Также немаловажные работы — это работы по утеплению теплового контура. К этим работам относятся ремонт дверей, окон, утепление фасадов, межпанельных швов. И все вышеперечисленные работы выполняются для того, чтобы в каждом доме и в каждой квартире наших уважаемых жителей было тепло. Чтобы тепло не уходило, да, по сути дела? В этом году еще хочу отметить то, что работы по подготовке к отопительному сезону были выполнены с опережением графика. Согласно графику, должны были закончить 30 августа, но уже на 1 августа у нас было промыто и опрессовано 92% многоквартирных домов, а к 22 августа 100%. Также хочу отметить то, что работа для нас это не новая. Мы ей занимаемся ежегодно и многие годы, являемся профессионалами в сфере предоставления услуг ЖКХ. Ежегодно проводим ревизию бизнес-процессов, большинство из них оптимизируем, добавляем новые и в итоге добиваемся результатов в более короткие сроки. Понятно. Но уж если мы заговорили о ремонте, то хотела бы у вас уточнить, какие еще работы на сегодняшний день продолжаются и каких результатов уже достигли вот к этому периоду? Ну, пик сезонных работ ремонтной компании у нас всегда на летние месяцы. То есть большинство работ уже выполнены. Сейчас мы заканчиваем там несколько фасадов, несколько кровель. Вот погода, к сожалению, уже испортилась. Все работы планируются заранее, на основании весенних, осенних осмотров, на основании обращений жителей. Председатели много ходят в управляющую компанию и вместе с сотрудниками управляющей компании составляют планы текущих ремонтов, также приносят протоколы. Ну а потом, наверное, и принимают эти ремонтные работы еще, да? Да, они также участвуют, как на начальном этапе бывает в дефектовании, такую свою позицию высказывают, какого цвета хотят видеть стены, там, какую плитку, если там улучшенного качества ремонта, или там керамогранит. Вот. На сегодняшний день выполнен ремонт фасадов уже на площади более чем 150 тысяч квадратных метров, ремонт кровли более чем на 100 тысячах квадратных метров, ремонт межпанельных швов выполнен более 22 тысяч метров погонных, сделали уже 500 подъездов, и до конца года планируем еще выполнить в районе 150 подъездов. До конца года это имеется в виду, что все ремонтные работы будут действительно до конца года идти? Или у вас есть какой-то более ранний срок, я не знаю, там 1 октября, 1 ноября, когда вы завершаете все ремонтные работы? У нас производственная программа строится таким образом, что у каждой работы есть срок ее исполнения, от января по декабрь. То есть, я говорю, большая часть. Ну, то есть зимой все равно будут продолжены какие-то внутренние уже работы? Да, внутренние работы, декоративный ремонт подъездов, вот и так далее. Спасибо вам, что пришли в студию и ответили на наши вопросы. Напомню, что у нас сегодня гостем студии был Алексей Куликов, заместитель директора по производству Ассоциации 5 домоуправляющих компаний Нижнего Новгорода. Спасибо вам за внимание и до встречи в эфире. До свидания. До свидания.